Всем привет еще раз, меня зовут Лера, я нахожусь в Индии, на побережье Кералы. И давайте я вам еще раз поподробнее расскажу про свой аюрведа-йога-тур, который у меня случился. 12 дней здесь пролетели незаметно, и по ощущениям, как будто бы уже полгода здесь нахожусь. Очень было здорово, интересно узнать эту страну с другой стороны, о которой мы никогда, наверное, даже не догадывались и не подозревали, не побывав здесь. У меня раньше было очень много предубеждений насчет Индии. Я не скажу, что они не оправдались, частично они оправдались, потому что страна оказалась действительно не очень чистой. Слава богу, никто, включая меня, в нашем туре не подхватил никакой дизентерии и так далее. Все прекрасно прошло. И я думаю, что побывав в этой стране в рамках тура, это было хорошее решение, потому что ехать сюда дикарем я бы просто сошла с ума. А когда с тобой здесь бережно обращаются, кормят и готовят тебе 3 раза в день, на автобусике везде тебя возят, и ты как бы не соприкасаешься слишком близко с настоящей такой дикой Индией, и плюс большинство времени мы все-таки провели на пляже. Пару раз мы ездили на экскурсии, о которой я вам как раз-таки подробнее расскажу. Раз, всем привет, всем привет, всем привет. Очень сильный ветер, невозможно разговаривать, я разговариваю через бумажечку. Так, как слышно. Ладно, друзья, ничего не поделаешь, я буду записывать здесь, потому что здесь очень просто красивый кадр я нашла. Посмотрите, какое классное кафе, очень чиловое, прям вообще здесь бежать, кушать сэндвичи, пить какие-то холодные напитки и просто пережидать это сильное солнце. Очень приятно. Что я хочу вам сказать про Индию и отдых здесь. Во-первых, берите сюда защитные средства 100, потому что здесь очень жаркое солнце. Просто нереально жаркое солнце. Мы здесь обгорели уже по 5-му разу, кожа красная, не знаю, видно ли вам на видео или нет. Все. Надеюсь только, что я не буду облизать, потому что я пользовалась всякими пантенолами для кожи и алоэ. Живем мы здесь в аюрведа отеле с массажами, с аюрведа практиками. Аюрведа вообще это такой метод лечения натуральным способом. И в нашем отеле работают массажисты и аюрведа доктора. Мы когда приехали, сразу взяли себе пакет массажей за $100, 7 массажей, то есть цены здесь очень приемлемые, очень классные, очень дешевые на массажи. У меня, значит, в пакете было 3 массажа просто масляных расслабляющих, 2 шарадара массажа, это когда тебе на 3-й глаз, вот сюда на лоб, льют масло тепленькое, это очень релаксово, очень расслабляюще. Меня в один из этих массажей просто унесло куда-то. Просто я проснулась уже в конце массажа и такая: вау, я куда-то улетела, вообще даже сама не поняла куда. Можно сказать, что такой массаж-медитация. И еще один интересный массаж – это массаж мешочками. Тебя простукивают теплыми мешочками, пропитанными маслом и всяческими травами. Тоже очень классно, мне очень понравилось. И такой лечебный массаж с нажиманием на определенные точки в теле. Это был вообще топ, потому что именно этот массаж, он должен быть сильным, и его делает мужчина. И было уделено внимание просто каждой частичке моего тела. Это просто потрясающе. Это уровень релаксации просто максимальный. Начнем с того, что я никогда не планировала ехать в Индию, никогда это не было каким-то моим местом мечты или что-то в этом роде, но я всегда занималась йогой. Я всегда любила йогу лет с 20, уже на протяжении, наверное, лет 10, не регулярно, но я йогой занимаюсь. Пробовала разные виды йоги, и здесь в туре наш организатор Анна Пурна, ее зовут,
Она и йогу нам преподавала, и была нашим экскурсоводом, и каждый день всех организовывала, проводила практики духовные, медитации в том числе. Очень было классно, очень мне понравилось. Я очень благодарна, что я оказалась в своей жизни в таком туре интересном. 8 ветвей йоги, даже не ступеней. Это перевод как ступени, я вам объясню, почему не ступени, а ветвей. Потому что яма, не яма, этика йоги. Это что-то подобное заповедям христианским. Не укради, не ври и так далее. Не накапливай излишки богатства, не причиняй зла. То есть это яма, не яма. Асана пранаяма — это то, что мы делаем на занятиях. Пратьяхара — это когда мы закрываем рот, не смотрим на собачек. Это когда мы все внутрь направляем, отрезаем внешность. А дхьяна, дхарана и самадхи — это медитация, концентрация, медитация и самадхи. И вот это ветви, потому что это не практикуется, пока первый не научился, на второй не перейдешь. И все, что вы знаете про йогу, это туда укладывается. Причем называется на кундалини, не кундалини, это все про одно. Просто это разный способ говорить об одном и том же. Если в России аштанга йога называют какие-то силовые практики, это чисто российский бренд. Потому что аштанга — это просто 8 ветвей йоги. Мой тур уже заканчивается, и я просто полна впечатлениями, которыми хочу с вами поделиться. Я, можно сказать, путешественник со стажем. Индия моя 37-я страна. Мне есть чем сравнить. Конечно, в этом туре я не погружалась в дикую Индию, совсем аутентичную. Но на отдыхе здесь, в Керале, я чувствую себя как в деревне у бабушки. Наш тур составлен так, что мы 2 дня отдыхаем, чилим на пляже и 1 день путешествуем. Весь день у нас запланирован на посещение каких-то интересных мест, других штатов и достопримечательностей, ашрамов, храмов индуистских. Отправляемся с вами в нашу первую поездку в заповедник Ниардам. Что удивительно, в Керале совсем нет светофоров. Водители автобусов, тук-туков и байков интуитивно ориентируются на дороге. В целом трафик тут почти всегда свободный и спокойный. Оттуда я наблюдала очень интересную картину, как на заправке мужчина привез женщине букет красного салата. Не знаю зачем и почему, но такая вот доставка была осуществлена. Такие красные замученные, идем в гору, собираемся. Да, мы идем, собираемся в гору. Приехали в заповедник Ниардам. Автобус не проехал, сказали идите пешком. Мы теперь идем. Вот Сколько километров? на идти, 40 мы не знаем. человек группа идет. Покажи, что впереди, сколько их человек. Да. Мы идем посмотреть на крокодилов, на слонов. Кто там еще? Львы? Не знаю, нет. В общем, на животных посмотреть, покататься на каком-то пароме. И потом, после этого, мы едем в ашрам. Очень интересное, захватывающее путешествие в ашрам у нас сегодня будет. Все вам покажу. Привет! Все снимают одного этого мужчину. Кайфово. Hello. Люди с телефонами тут приперлись. Да. Как его называть-то? Джекфрут. Да, класс, как прикольно растет. Ой, я бы сейчас прям сорвала и съела. Мы сели вот в лодку и отправляемся на другой берег озера к животным, которые находятся здесь в заповеднике. Это исключительно
дикие животные, которые были найдены больными или потерявшимися от стада в дикой природе. Таких вот отлавливают и привозят сюда лечить и заботиться о них. Здесь они живут абсолютно прекрасной жизнью в природе. Для них здесь соблюдены все условия. Вау, беременность 2 года. Коленочки опускаются. Один любопытный к нам идет. Давай, иди сюда. Приходи. Приехав в ашрам, нас предупредили, что там нельзя громко разговаривать, что мы должны очень тихонечко везде ходить, смотреть, потому что мы там были вообще на птичьих правах. Если бы мы шумно себя вели, наверное, нас бы вообще оттуда выгнали и больше никогда не разрешили приезжать туда с группой. А так как наш гид Анна Пурна сама там когда-то училась на йога-тичера, ей по блату, так сказать, по связям, по знакомству разрешили провести нас, такую большую группу, 40 человек, походить в ашраме, посмотреть. Мы посидели там, помедитировали в одном из храмов. Там вообще есть такое общежитие основное, место, где все смотрят на закат, место, где все кушают, и, естественно, зона, где все занимаются йогой и остальными практиками, и зона с сценой, где также происходят какие-то лекции, медитации и так далее. Мы там походили, посмотрели, как люди живут, как там спокойно, тихо, красиво. И нам удалось даже пообедать там, как настоящие йоги. Мы там кушали на полу, в ашраме. Это был удивительный опыт, интереснейший. Прямо как в фильме «Ешь, молись, люби», когда главная героиня уехала в Индию, в ашрам, молчала там долгое время, просвещалась. Очень интересный опыт. Возможно, я тоже когда-нибудь на недельку-другую захочу так уединиться, уехать в ашрам, читать книжки, медитировать, заниматься йогой и молчать. Класс. Мы идем в ашрам Шивананда ашрам. Очень тут, конечно, приятная атмосфера. Намоленная в этом ашраме. Прям совсем очень круто. Так чисто. Красиво здесь. Зелено. Наша группа.
другая наша поездка была в другой штат Индии, в Каньякумари, ближайший к Керале штат. И мы ездили на рассвет на самую южную точку материка, самая южная точка Индии, там находится, и на фоне была огромная статуя и храм на отдельном острове, который расположен, и недавно там между ними еще построили стеклянный мост, которым индусы очень гордятся, что вау, там построили стеклянный мост, но на самом деле выглядит не очень живописно он там вписывается. Ну, что поделать, построили и молодцы, по крайней мере там удобно людям переходить от одного острова до другого, где расположены достопримечательности. Там же от города до этого храма на острове мы добирались на лодочках. Нам повезло, мы не стояли в огромных очередях, потому что мы брали билеты, и с нашим проводником было все очень быстро, нам не приходилось стоять на жаре, все проходило довольно спокойно, хотя в тот день было просто невыносимое солнце, конечно, уже все равно мы все устали под ним весь день гулять, ходить. Так вот, в Каньякумари мы посидели в их местном кафе, кто-то попробовал досу, я там ничего не стала есть, мне было, честно говоря, не очень приятно. Мы сидели в кафе за огромным столом. Это кафе с улицы разделяло такое большое стекло, и в этом стекле просто как в каком-то экране дети вот так стояли с протянутой рукой и что-то нам пытались сказать. И когда кто-то поднимал на них глаза, они начинали махать и просить что-то, деньги. Конечно, их больше интересуют деньги. Когда даешь им еду, они не очень в этом заинтересованы, они больше просят деньги. И ситуация не очень приятная, и вообще вся эта картина очень-очень неприятная. Это такое из минусов Индии, то, что я вам рассказываю, что в таких местах, где вы соприкасаетесь с настоящей, аутентичной, дикой Индией, вы можете встретить низшие касты. И там вот на рассвете, где мы сидели, было очень много торгашей всяких, продают всякую фигню просто. Очень было много индусов, которые также приехали с нами встречать рассвет. Считается, что когда на этом месте встает солнышко, и ты смотришь на этот рассвет красивый, у женщин особенно поднимается энергия кундалини, такая женская энергия просыпается. Вы напитываетесь просто какой-то невероятной энергетикой, что, собственно, мы и сделали. Вот. Я стала еще более женственной, ребят. Не поверите. Чувствую себя потрясающе. Кундалини раскачалась здесь, просто до самого предела. Выехали мы на эту экскурсию в 12 ночи, и примерно в 4 утра мы были возле храма Сучиндрам. Это очень красивый храм, даже жалко, что не удалось посмотреть на него при свете дня. Он вырезан из таких вот мелких скульптур. До сих пор даже ученые не могут разгадать, каким образом они были вырезаны. Очень уникальное сооружение. Сам храм посвящен Шиве, Вишну и Брахме. Говорят, что этот храм является единственной святыней в Индии, посвященной этой троице. Вот, а мы делаем обряд в центре храма. Нужно пройти 3 раза вокруг и загадать желание. Также в этом храме стоит самая большая скульптура Ханумана, большой такой обезьяны. Это герой древнеиндийских эпосов. Снимать, конечно же, в этом храме нельзя, но я так из-под полы сделала для вас пару кадров.
Еще этому храму около 2000 лет, а строился он около 600 лет. И я вычислила просто безумную историю про этот храм, почему он здесь был построен, но добавлю эту историю в описании и ссылку на источник. Обязательно почитайте, очень интересно. Ну, а мы идем, собственно, на мыс Каньякумари, самую южную точку Индии, встречать рассвет. Пока мы проходим какие-то трущобы, развалы и не самые привлекательные кафешки. Здесь можно остановиться, присесть, попить чай. И, скорее всего, это максимум, что здесь можно купить. И не бояться за свою жизнь, свое здоровье. Проходим дом-музей Ганди. К нему мы еще вернемся. С нами также идет очень много людей, паломников, индейцев. Все идут смотреть на рассвет в Каньякумари. Очень, конечно, красивая природа, море, небо. Но я, наверное, никогда не пойму, как можно так построить мост, который закрывает главные достопримечательности. Вот как-то не обладают люди в Индии какой-то особой эстетикой в архитектуре. Даже вот остается для меня загадкой, как это возможно. Абсолютно нет никакой эстетики в архитектуре, не считая древних храмов, конечно же. А вот природа просто потрясающая. Природа восхитительная. Шумные ребята. Где петух-то? Дайте петуха заснять. И вот мы с вами наконец-то вернулись к мемориалу Махатма Ганди. Здесь частично хранится прах Махатма Ганди, то есть часть развеяна над морем и часть хранится здесь. Это здание интересно тем, что именно в день рождения Махатма Ганди, 2 октября, через маленькое окошко в потолке солнце светит именно на то место, где стоит его урна с прахом. Это происходит только один раз в год. Удивительное сооружение. И было оно разработано известным индийским архитектором Ганапати Стапати. Ну и думаю, что про самого Махатма Ганди мне не нужно вам рассказывать. Вы сами знаете, кто это такой. Известный пацифист, который жил в Индии в 20 веке. Умер он в возрасте 78 лет. И умер от пули, от оружия, против которого, собственно, он всю жизнь и боролся. Очень несправедливая такая судьба его настигла, но такова история. Мы переплыли на соседний островок, где располагается каменный храм, посвященный Свами Вивекананда. Это индийский философ и общественный деятель, который именно тут, на этом месте, обрел просветление в 20 веке. И, кстати, именно он распространил йогу в Европе, так как какое-то время учился в Англии. Также в самом храме можно посмотреть на камень с отпечатком стопы богини Кумари. Богиня – девочка-подросток, которая убила демона Банасуру. Вот такая история интересная. И места тут действительно очень сильные, духовные и энергетически чистые, заряженные.
Также это место удивительно тем, что тут соединяются 3 морские точки: Аравийское море, Бенгальский залив и Индийский океан. Вот такой еще пока недоделанный мост здесь. Вообще непонятно, как по этому ходить, какой-то бред. Можно стоять только на белом. Так очень горячо. Просто идиотизм какой-то, дебилизм. На обратном пути мы остановились посмотреть на озеро лотосов. Очень большое озеро, очень много лотосов, много кувшинок, но сами цветы были, видимо, уже закрыты, потому что вечером цветок лотоса закрывается. И также мы поднялись на одну смотровую, посмотрели на материк свысока. Также в рамках тура мы ходили к одному святому, Карма-йогу. Вот. Да. И дело, потому что я узнала, что у него день рождения. Думаю, надо предупредить, что у нас тут 40. Это, я так поняла, просто друг, знакомый Анны Бурной, которая была нашим гидом. Вот. Мы ходили к нему в гости. Он живет там с нами прям как раз по соседству, с нашим отелем в Аркале. Карма-йог. Такой человек, который посвятил всю свою жизнь служению людям, бездомным, нищим. Он им помогает всю свою жизнь. Ему самому от его отца достался отель, на котором он зарабатывает, как я понимаю. И эти деньги, которые он зарабатывает, он тратит на еду для того, чтобы развозить ее бездомным и низшим кастам в Индии, здесь, в Керале. Вот. Некоторые девочки с нашего тура ездили с ним в эти места, где живут детишки
и взрослые, нищие, без денег, и сказали, что зрелище вообще не для слабонервных, там у них очень грязно, еду они выхватывают просто у тебя из рук, когда видят, что приезжает машина с этим карма-йогом, его машина с едой, просто все подходят, начинают выхватывают один пакет, прячут где-то за пазуху, становятся в очередь по второму, третьему кругу, чтобы схватить еще себе пакет. В общем, атмосфера там не очень приятная. Весь пляж, на котором они живут, просто завален грязью, бутылками, никто там не убирается. Сам карма-йог, его, кстати, зовут Рама. Сам Рама сказал, что когда-то он там убирался, постоянно приезжал на этом их пляже, но в итоге он каждый раз возвращался, и там было все по новой. Как будто бы ничего он оттуда не убирал. И никто никогда из этих людей вообще ему не помогал. То есть никто никогда даже не сказал спасибо, никто никогда не был ему благодарен за то, что он делает. Все просто считают, что им все должны. Вот такой менталитет там. Такое сознание бедное у людей там сконцентрировано, что никто даже не благодарен за то, что им привозят еду или убираются у них на пляже. В общем, убираться на пляже он перестал в итоге, наш Рама, наш замечательный святой Рама, а вот еду до сих пор привозят, потому что это его жизненная цель. Он решил так прожить свою жизнь, у него нет ни семьи, ни детей, но он решил посвятить себя вот так вот людям и заботиться о бездомных. И последнее место, куда мы путешествовали, это была Монро-Киральская Венеция. Мы путешествовали на лодочках. До этого мы облачились в сари, все девочки купили себе сари. Надели сари. Это же просто шикарно. Как ощущения? Вообще непонятно пока. Ты в туалет Но сегодня не кундалини ходишь? поднялось до предела. Кундалини Просто возвышилась. шикарно, шикарно. Не так много булавок она и истратила. Все. Все? Мы попытались своими силами завязать сари по YouTube-каналу, по видео. Поняли, что это невозможно, и пришли к профессионалу завязывать Лерчика. Так, итак. Она делает абсолютно по другой системе, не так, как мы делали. Но она делает так, что тебе, мне кажется, будет легче дышать. Я не буду как слон выглядеть. Беременный. Ой, смотри, как она много складывает, видишь? А там по видео совсем по-другому показывает. Сари, не знаю, на 2-метровую, наверное, женщину. Почему-то края не обработаны. Не обрабатывают они края, это очень-очень странно. Так, что-то тут происходит. Еще раз меня перематываю. О, интересно. Ага. А, и вот эта красивая гармошечка, которая будет через плечо у тебя. О, боже, 7 метров ткани на себя, бедные женщины. У меня вопрос, как потом ходить в туалет? Я уже устала. Это очень красиво. Вау, а это будет через плечо висеть. Это будет очень-очень вау. Мне нравится. Аккуратненько. Угу. Не то, что мы сейчас сделали. Просто. Слушай, на тебе сари за 5 минут одела. А там, говорят, 20-30 минут заматывать. Сейчас булавочка тебе прикрепит здесь, чтобы не падало, и все. Очень красиво. Мы когда покупали булавки к саре, нам сказали, что на саре нужно штук 20 этих булавок. В итоге они закалывают с 2-3. И зачем нужно было так много? Так, это готово. А здесь тоже что-то будет подкалывать?
Вау, вот это я понимаю красота. А куда она вот эту ткань кинет? Даже не будешь ходить спотыкаться? Тебе нужны будут ребята, которые будут твои платья нести, знаешь, как на свадьбах сзади носят. Понесите мою сари. Слушай, а вот так очень красиво, да. Мы замотали ерундень. Это было хорошее решение довериться профессионалу за 50 рупий. Все, да, это она сделала, получается? Вау, very beautiful. Просто чтобы это все не развалилось. И мы красивые поехали кататься на лодочках, проезжали через такие низкие мостики, постоянно приходилось нагинаться. Мы выезжали на большое озеро, катались там, вся экскурсия занимала примерно 2 часа. Короче, мне не нравится мое сари, мне вообще очень некомфортно, неудобно, она слишком плотная. Какое-то вообще, фу, я не знаю, зачем я это купила и почему. Наверное, наш. Нет, это общественный дом. Вообще. Местные. Идем на лодочке кататься по Индийской Венеции. Hello. Отплываем. You're from? Russia. Russia. No.
Короче, мы застряли в этом туннеле. В очередном. Под очередным мостом. Второе ЧП у нашей лодки. Да, неудобно. Подождите, вы у нас какие? Мудрые! Вот этого мы довели. Заметно? Свобода. После этого мы отправились в индийскую семью, которая заранее приготовила нам традиционный ужин индийский. На листе банана каждому кладется лист, подливка и какие-то такие небольшие порции салатиков разных. Но не сырое, а там все такое термообработанное, не знаю, какие-то овощи, там бобы и все было, кстати, не острое, только одна какая-то подливка там была остренькая,
с ананасами, такая красненькая, но ее почти никто не ел, потому что никто на самом деле из нас, из русских в туре не ест и не любит острое. Я в том числе, я вообще не могу есть острое, сразу начинает болеть желудок. В общем, они в курсе насчет этого, и еда была не острая. Вот, мы попробовали поесть руками. Даже в ашраме я взяла с собой ложку, а тут я все-таки решила попробовать поесть руками. Вполне себе приятно кушать руками. Так еда даже кажется вкуснее. Вот. Знакомая еда появилась? Красивая девушка. Красивая девушка на года 3. А лепешечка? Не клеится. Солененькая такое. Вкусненько. Так. Ой. Тепленькая. Please. Thank you. Папарам. И мне пополам. Папарам очень неплохо. Папарам? Пополам. Ой. Папарам. 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 Здесь папарам? Я. Папарам. Very nice. Острое, да? Good enough. Fine. Ой, да, это острое. А что не острое? Что острое? Вот это? Кроме вот этого, да? Только вот это острое. Да. Красненькая? Нет. А, здесь лук? А, вот это в красном? Да, В красном соусе, понятно. Ой, папарам. Все разваливается. Твой локоть мне нужно. Что, как ты приналовчилась? Кушать руками. Ей захочешь, как моя мама говорит, ты не так раскорячишься. Так, я приналовчилась уже кушать ручками. Ой. Вот. Они сейчас по второму кругу пойдут, наверное. С вафлями, да? Что-то будут добавлять, то что останется? Руками? Мы встретили священное животное, такое красивое. Ты красивая. Ты очень красивая. Привет, бычок. Тоже очень красивый. Еще нам в этот день очень повезло с погодой, солнце не жарило, пошел даже небольшой такой дождик, небо было затянуто облачками и было не жарко. Вот в такие дни очень приятно куда-либо путешествовать здесь, в Индии. И вообще мне на самом деле очень понравился пляжный отдых, хоть и очень большие волны здесь. Но мы тут ходили, полазили, поспрашивали, оказывается, что есть пляжи с небольшими волнами, с хорошими отелями, куда можно приехать в любой момент и отдохнуть здесь. Что мне понравилось в Индии? Плюсы. Плюсы здесь это, конечно же, люди. Все они очень добрые, индусы. Они как дети, всегда тебе машут, всегда тебе улыбаются, всегда тебе помогут. Очень люди добрые, улыбчивые, отзывчивые. И это, честно говоря, очень подкупает. И очень приятно находиться в стране, где в людях изначально ментально заложено помогать ближнему и служить людям. Мне понравились здесь массажи, они просто потрясающие. И мне понравились здесь ашрамы. В плане религии, в плане посвящения Индия, конечно, просто топ-место. И почему я все-таки решилась поехать сюда? Потому что все-таки
Индия – это страна, где зародилась йога, зародилась эта практика, наука, йога. И здесь действительно очень интересная вера и культура. То есть я сильно не углублялась про историю Шивы, Шакти и так далее. Может быть, как раз, когда вернусь в Россию, начну об этом больше читать, изучать, смотреть какие-то сериалы на эту тему. У них есть, интересно, про историю. Очень интересная история и культура здесь. Очень добрые люди, очень классный массаж. Из минусов то, что здесь грязно. Грязно, грязно, грязно. Везде бутылки, все валяется, всем на это пофигу. Все ходят босиком, все женщины ходят в сари, что, кстати, очень красиво. Все мужчины входят в саронге, такое полотенчик тоненькое, просто повязанное на бедрах. И вообще не парятся ни о чем. В целом даже не знаю, вернулась бы я сюда еще раз, но прикоснуться к культуре, к Индии было очень интересно. И впечатлений хоть отбавляй, как позитивных, так и негативных. Такого у меня еще ни в одной стране не было. Всем спасибо огромное за просмотр. Подписывайтесь, комментируйте обязательно. Мне очень интересно, бывали ли вы и в Индии, любите ли вы ее. Потому что, как я поняла, очень много людей либо любят, либо ненавидят Индию. Увидимся в новых влогах. Всем пока!